Всем привет, мои рисующие друзья! Сегодня я хочу поговорить с самыми начинающими из вас о том, как, собственно, с чего начать, что купить, чтобы можно было спокойно работать, дома рисовать. В общем, итак, первое, о чем хочу поговорить, это на чем. Для масла пригодно и чаще всего используются три основы. Эти три основы можно перечислить как холст на картоне или холст на арголите. Вот так он выглядит. Ну, видите, да? Вот он здесь наклеен. Иногда вот он заклеен таким вот фантиком обратным, иногда нет. Вот у меня есть еще такой вот, видите, можно на него глядеть. Здесь вот он такой бликующий, а здесь нет. Обычно на них довольно хреновый грунт, если говорить так по-хорошему. Вот. И я его дополнительно прокрываю акрилом или акриловым грунтом. Например, фирма Sonnet выпускает прекрасный акриловый грунт. Такие белые баночки, на них так и написано акриловый грунт. Дальше написано для масла, гуаши и так далее. Вот этим грунтом просто тоненько можно прокрыть весь этот холст. Я сюда добавляю также какой-то цвет. То есть мне интересно на цветных подложках писать. Но, впрочем, белый тоже смотрится прекрасно. Про это было видео отдельное на канале на нашем, на Бусти. Ищите его чуть ниже в ленте. Так, вот, первый, значит, момент. Самый дешевый, самый простой вариант. Холст на картоне. Дальше. Можно взять обычную картонку. Конечно, не гофрированный картон, который задник от холодильника упаковки, да, какой-то посерьезней. В художественных магазинах, в том же Леонардо или какой магазин есть в вашем городе, продаются картоны разные. На нем так и написано: картон для декоративных, для живописных работ. Бывают картоны пивные, они более такие легкие. Ну, обычно самый обычный прессованный картон, он такого серого цвета. Вот у меня белый. Но это отдельная история, почему он белый, я сейчас расскажу. И этот картон, который вы купите в магазине, обязательно нужно покрыть грунтом или акриловой краской для того, чтобы работать. Объясню почему. Масло, содержащее в составе наших красок, разрушит любую бумагу, любой картон, который не обработан специально. Чтобы этого не произошло, для этого мы как раз и покроем его просто кисточкой. Возьмем большую кисть и вот так вот просто всю поверхность закроем. Можно опять же добавить какой-то цвет, можно не добавлять, писать по белому. Вот, потом получается, что вот такая основа для работы получается. Вот, этот картон белый, потому что это картон, который остался от паспорту. Для этюдов быстрых я его использую. В общем, прекрасно себя ведет, он довольно жесткий, и писать на нем классно. Вот, ну это какая-то неудавшаяся работа, старая, я, в общем, не дописывала ее, но чтобы показать, вполне годится. Вот такая у него толщина. В общем, если где-то вы найдете багетную мастерскую, где вам отдадут обрезки, для тренировки вполне достаточно. Вот, ее тоже я рекомендую покрыть акриловым грунтом или акриловой краской для того, чтобы поверхность была получше. Вот, дальше такая основа хорошая. Это холст, который натянут на подрамник. Здесь обязательно должны быть колышки, которые вот туда вот в эти вот, сейчас я попробую показать. Видите, пазики такие. В эти пазики эти колышки забиваются. Желательно это делать до начала работы. Прям взяли, забили. Наверное, уместно показать, как это делать. Возможно, не все из вас знают как. Сейчас покажу. Я забивать не буду, просто покажу. Нужно взять маленький молоточек. Наверняка у вас в хозяйстве такой есть. Вот таким вот образом, длинной стороной к длинной стороне, вот так вставляется. Сначала в дальнюю вот эту вот дырочку, потом вот в эту ближнюю. Ну, логично, да, потому что иначе неудобно. Вот так вот он туда вставляется, довольно, видите, с силой. И вот сюда, вот отсюда, вот так немножко надо подбить молоточком.
Ну и, соответственно, второй. То есть логично сначала все дальние сделать, вот так, потом все ближние. Вот, ну и потом, в общем, второй, вот видите, длинная сторона к длинной стороне. Вот эта коротенькая остается вот здесь. Вот мы ее туда, немножко несподручно, вот мы ее туда вот так вот загоняем. Ну, сколько хватает рук, у меня довольно сильно получается туда загнать их. Вот, и вот сюда потом немножечко, чуть-чуть постучать молоточком, чтобы, естественно, вот здесь вот не выдралось это ничего. Вот, и таким образом вот так вот 4 у вас будет уголочка здесь забита. Вот звук должен быть такой. Барабанит, видите? Он не обязательно не должен провисать. Это прям важно. Когда покупаете холст, обратите внимание, чтобы вот здесь не было складок никаких. Вот видите, как сборится вот так целлофан. Холст там нормальный абсолютно. Никаких там морщин нет. Вот уголочки, это прям супер важно. Вот уголочек должен быть вот таким. Видите, хорошо натянут, без каких-либо морщин. Потому что эти морщины, когда вы напишете, испортят вам всю работу. Нужно смотреть, чтобы холст был хорошо натянут. В этом плане вот эти вот холсты, которые на картоне, они, конечно, меньше проблем, не несут в себе никаких проблем. Просто взял и написал работу. А здесь вот, ну, надо за этим следить, надо в этом разбираться. Вот, используйте мои знания. Потом, смотрите, здесь бывает не всегда хороший грунт. И по-хорошему можно еще тоненьким слоем прокрыть акриловым грунтом. Если вы, например, покупаете все время одну и ту же марку холста, и знаете, что вот она слишком сильно впитывает краску, и вам это не нравится, то лучше пройтись еще раз грунтом акриловым. Вот, в России таких холстов нет, не обращайте внимания на надпись. Вот, так выглядит хорошая такая вот основа для больших, хороших, дорогих работ. Это холст на подрамнике. Дальше, второй пункт нашей программы. Чем? Когда мы говорим чем, у нас возникает сразу вопрос красок. Да? Краски масляные. Это очень классная штука. Помогает рисовать маслом. Вот. На что следует обратить внимание при покупке красок? Вот здесь есть такой квадратик, видите? Полузакрашенный или закрашенный. Значит, закрашенный квадратик – это укрывистая краска. Это значит, что она будет плотно, хорошо ложиться. Половинка – это полупрозрачная красочка. И, ну, бывает еще такой же квадратик, но пустой. У меня, к сожалению, нету такого, потому что я почти не пишу. Это прозрачная краска, она используется для лессировки. На начальных этапах не покупайте краску с пустым значком, вот, где весь значок будет пустой, просто рамочка. Это делать не нужно этого, потому что будете расстраиваться, что краска не ложится, и, в общем, надо знать, что с ней делать. В общем, вначале этого делать не стоит. Потом, смотрите, есть еще... Сейчас попробую найти и показать. Вот здесь вот есть звездочки. 3 звездочки означает светостойкость. Меньше 3 звездочек покупать не стоит. 2 звездочки это уже так, на грани. 1 звездочку просто не покупайте. Если 1 звездочка, то краска плохая. Она будет выцветать и портиться от солнца супер быстро. Ну вот, например, Winsor & Newton, вообще у них нету такого обозначения. Не могу найти, где это. Видимо, у них вообще нет обозначений. Возможно, у них все краски одинаковой светостойкости. Вот. Про минимальный набор красок сделаю отдельное видео. В общем, чем у нас есть масляные краски. Дальше. У нас здесь присутствует разбавитель. Разбавитель я советую покупать либо ЗК, либо Таир. Таир не выпускает, по-моему, сейчас для масляных красок почти ничего, так что ЗК. Вот, смотрите, все спрашивают, под каким номером. Не под каким номером. У вас здесь не должно быть написано ничего. Вот так, должно быть написано просто разбавитель. Если вы работаете дома,
то вот эти номерочки очень вонючие, и они вам не пригодятся. Должно быть вот так просто написано: разбавитель. ЗК разбавитель. Все. Если вы хотите сделать вдруг сами разбавитель, то нужно почитать, что такое разбавитель-тройник и из чего он составляется. Также, если совсем ничего нет, а очень приспичило писать, то можно пописать, например, на подсолнечном масле. Все художники так делают, все экономят. Вот. Можно писать на подсолнечном масле, причем самым дешевым, никакой нет разницы. Не советую писать на оливковом масле, потому что оливковое масло очень долго сохнет. Это может растянуться на месяцы. Так что, если вам повезет и оливковое масло быстро высохло, знайте, что производитель врет, и там половина подсолнечного масла. Вот, с разбавителем разобрались. Значит, во что его наливать? Я использую обычную баночку от меда. Она хорошо герметично закрывается, не доставляет никаких мне хлопот. Покупные масленки часто протекают, поэтому я уже давно их не использую. Зачем тратить 200-300 рублей, когда можно взять баночку, которая уже есть дома. Также подходит баночка, если вы никуда с ней не ходите, а дома только используете, от детского питания. Также подходит баночка, и даже можно сказать, что идеально подходит баночка от крема для век. Она маленькая и идеально закрывается, абсолютно герметично. Я считаю, что это просто находка. Вот косметические баночки подходят супер. Вот от меда и косметические, и все. Ничего не надо покупать эти масленки, просто тратить деньги ни к чему. Ни к чему вообще. Вот. Так что вот, разбавитель можно наливать сюда. Все очень удобно. Видите, герметично, не проливается никуда. Может упасть. Ну вот, неважно. В общем, смотрите. Дальше. Дальше мы должны с вами подобрать палитру. Палитры бывают 3 типов. Пластиковые или деревянные палитры. Отрывные одноразовые палитры. Или вот такие крутые навесные палитры, которые вешаются на мольберт. Если у вас мольберт такой складной, и вы на него вешаете, и она висит. Собственно, вот так она устроена внутри. Вот, если интересно, напишите в комментариях, я укажу, где это можно купить. Это палитра для пленэра. Мы с ней идем на пленэр, потом пописали, закрыли на плечо. Повесили и дошли домой или до машины. Вот, то есть это такой улучшенный вариант для тех, кто ходит с красками. Вот эти вот бумажные палитры я советую брать Сонет. На них прям будет написано здесь Сонет. У меня, к сожалению, нету такой уже давно. В общем, она такая оранжево-красная, написано Сонет. Она самая дешевая и самая качественная. Я проверила не один вариант. Вот, и в общем там этот первый слой вы вот так убираете здесь. И вот здесь будут такие беленькие листочки. И эти беленькие листочки вы поработали, оторвали, выбросили. Вот. Если есть место в морозилке, то вы можете, поработав палитру вашу, положить в морозилку, и краски сохранятся. Они не испортятся и не засохнут довольно долго. Также к этой палитре я рекомендую использовать вот такой зажим канцелярский, который все вы видели наверняка. Вот, для того, чтобы вот листочки здесь никуда не забивались, не закрывались. Вот так вот сделать, и все. Вот у вас листик. Он не елозит здесь никак. Вот эта штука очень классно помогает. Если вдруг ее нет, вот так банковскую резинку. Вот. Что касается деревянных и пластиковых палитр. Бывают такие палитры еще пластиковые. Вы наверняка их встречали, они такие прозрачные. Мне на этой прозрачной пластиковой палитре работать неудобно, потому что слишком много просвечивается под ней, и это отвлекает. Деревянная палитра хороша тем, что она многоразовая, она не портит природу. Вы сюда красочки выдавили, вот здесь посмешивали, потом взяли мастихинчиком, вот так собрали, все здесь вытерли, а вот здесь остались лежать красочки. Ее также можно положить в морозилку, потом достать, через 2 минуты они разморозятся, и опять работать. Вот, хороший вариант. Обычно они вот так выглядят.
Хороший вариант. В принципе, я очень долго, пока у меня вот эти пленэрные не появились, очень долго с ними везде ходила и на них работала. Вот, в общем, они дешево стоят, красивые, удобные. Вот так на пальчик надеваются, можно вот так надевать на пальчик. И вот здесь красочки смешиваются. Вот, кто-то вот так держит, кто-то вот так держит. Ну вот так можно держать, да. Вот так удобно держать, что сюда можно еще придержать одним пальцем кисть, например. Вы можете ее положить на какую-то табуретку перед мольбертом или перед вашим рабочим местом, да, если вы на столе рисуете. Вот здесь у вас мольберт, и вот здесь вы так положили, и здесь работаете. В общем, с палитрами разобрались. Теперь самое интересное – это кисти и мастихины. Значит, смотрите, мастихинов очень много, но самый удобный – это рыбка. Вот такая у него форма. Он стандартный. Надо посмотреть, чтобы он хорошо гнулся вот здесь. Вот, у меня это сонет. Но, в принципе, итальянские, вот здесь Италия будет написано. Смотрите, эта вещь очень долговечная. У меня сломался за всю историю живописи один, по-моему, или два. И, в общем, он вечный. Вот так вот им работают. Вот так собирают красочку и кладут красочку. Вот такая штука, очень удобная. Можно еще купить с ровным краешком, чтобы какие-нибудь там мачты кораблей делать. Но я вот этим мастихином делаю абсолютно все в живописи, что я делаю. В общем, мне кажется, что это удобная вещь. Я им довольна очень. Дальше кисти. Кисти делятся, если грубо, на синтетические и натуральные. Натуральный ворс – это щетина для масла, если мы про масло говорим. Он должен быть довольно упругий и жесткий. Я вот этой фирмой Рублев довольна. Вот она хорошая фирма. Еще хорошая фирма Pinex. То есть Pinex и Рублев, в принципе, молодцы и закрывают практически все потребности художника. Вот это у меня щетина, видите, Бристоль написано. Чем плоха щетина? Вот эти щетиночки отламываются и остаются в работе. Можно поискать такое же, где написано микс Бристоль и синтетика. Такая же кисть, но там синтетический волос перемежается с вот этим вот натуральным волосом. Получается, что очень удобно и экологично. В общем, короче, хорошая штука. Вот. Дальше кисти, которые синтетика. Вообще еще все кисти можно поделить на круглые и плоские. Мне кажется, что удобнее писать плоскими, но круглые тоже иногда нужны. Вот. Кто к чему привык. Например, тонкие детали лучше писать, конечно, круглой кистью. Вот у нее будет такой остренький кончик. Единичка или двоечка на них написано. Это синтетика. Это синтетика, это Pinex. Потом смотрите, ну вот эта Малевич серия осень, она неплохая. Видите, круглая есть, а есть вот плоская. Это одинаковый номер 10. Вот, кистей должно быть разных много, должны быть и тонкие, и толстые, и широкие. Вот. Вообще у меня отдельный есть гайд по кистям. Посмотрите его в ленте, я прикреплю ссылку к этому видео. Там есть прям так и написано, что про все кисти. А здесь я вам просто рассказываю про кисти для масла именно. Вот, а у меня есть такой обзор всех кистей, которые вообще бывают, как бы для чего они нужны. В общем, можно в ленте ниже пролистать, там есть. Вот, я всегда покупаю кисти на длинные ручки, чтобы общие детали прорабатывать, вот не выписывать, да, вот так вот, а общие детали, вот побыстрее закрыть какие-то там тона, что-то, да. Вот, также кисти бывают, смотрите, веерные. Для масла подходит только щетина, видите, это щетина, они жесткие. Только жесткие кисти подходят для масла, потому что масло вязкое, и если вы возьмете синтетику, вот рыженькая такая бывает здесь, ворс рыженький, то оно просто налипнет, а красить не будет. А здесь прям вот, слышите звук?
В общем, все закрасится, что нужно. Что рисуют такой кистью? Это могут быть облака, где надо вот их запушистить, да, мягкий сделать градиент, мягкий переход цвета. Или, например, кроны деревьев, листву, траву, может быть, какую-то. Вообще кисть классная. Она для природы, для пейзажа подходит очень хорошо. Ну, в общем, вот все, что нужно для масла. Кисти нескольких размеров. Например, 6, 4, 10. Чтобы, видите, вот они у меня разные. Чтобы для всех ваших задач у вас находилась кисть. Всего бывают еще такие наборы, где там все номера есть. Ну, в общем, не думаю, что это прям обязательно такие наборы покупать. Но если вот вы видите, что они где-то по акции дешевые, то можно купить. Вот. Если кому-то нужен подбор кистей, то можно написать мне, и я помогу, индивидуально подберу под ваши потребности. Например, на Wildberries создам для вас заказ, вам останется только купить. Можем так поступить. Вот. И мастихин. Обязательно нужен либо чистить палитру, им удобно, либо какие-то рельефные накладывать мазки, да, что-то такое. В общем, штука нужная, со счетов не сбрасывайте. Вот, в общем-то, и все, что нужно для того, чтобы начать писать маслом. Вот, приблизительно это минимальный набор 1000 на 3, наверное, может быть 2 рублей. То есть вот вы поставили холст, вот вы налили разбавитель, выдавили краски на палитру и кистями рисуете. Вот минимальный набор, вот что нужно сделать. Смотрите, что еще может служить палитрой. Палитрой может служить любой абсолютно кусок, например, оргстекла. Как не покупая, да, можно, как обойтись можно. Многие используют какую-то картонку и обматывают ее пищевой пленкой. Я это делать не советую. Во-первых, это неудобно. И вы не получаете никакого удовольствия от вашей работы. То есть классно вот один раз купить палитру и наслаждаться тем, что она у вас есть. Чем вот эти вот файлики вот эти сюда натягивают. Это, ну честно, колхоз красный лапоть. Вот, я не советую это делать. Все-таки, если вы хотите учиться, то нужно как-то уделить время своим материалам, позаботиться о себе и купить себе, если не прям самые лучшие материалы, то хотя бы те, на которых приятно работать. Вот. В среднем палитра деревянная стоит примерно, мне кажется, рублей 300 должна стоить. Может быть, сейчас цены поднялись, я давно не покупала, не знаю. Но это недорогая вещь, и она у вас навсегда. Навсегда просто. Так что раз эта вещь навсегда, в общем, можно ее один раз купить. Вот такие палитры пленэрные стоят дорого. Это где-то около 3000 палитра одна будет стоить. Вот. Кроме того, да, как я уже сказала, вы можете просто взять кусок арголита и на нем рисовать. Не очень удобно, может быть, но бюджетно. Можно еще какие-либо скользкие, не впитывающие поверхности использовать. Например, рамка для фотографий. Там иногда бывает в этой рамке оргстекло. Знаете, есть такие рамки, IKEA, например, делает, у которых оргстекло. И вот у вас это оргстекло, да, а вы с обратной стороны его берете и закрываете белым акрилом или грунтом, для того, чтобы здесь у вас была вот эта вот белая поверхность, чтобы удобно было краски смешивать. Вы как бы сзади сразу ее прокроете, и она будет непрозрачная. Можно такую использовать, вот эту, сделать так основу для палитры, для этой. То есть просто берете из рамки, вытаскиваете, из любой икейной рамки, где не стекло, а именно вот оргстекло, вытаскиваете, и на ней можно смешивать краски, не проблема. Можно так сделать, это бюджетный вариант, потом, когда вы уже поймете, что вам нужно и как вам удобно, ее просто, у нее нету дырочки, да, для пальца, просто вы ее кладете на стол, например, и с ней работаете. Вот. Как заменить масленку, я уже сказала. Самый простой, классный вариант, и она не течет. Покупные масленки почти все текут. Если вы, не дай бог, ее уронили, даже закрытую, она может натечь, напачкать на пол. В общем, зачем? Что еще забыла сказать, что обязательно нужно? Это ветошь, друзья. Старые тряпки. Например, какая-нибудь наволочка, которая разонравилась, в которой появилась дырка. Не выбрасывайте. Очень хорошо подходит для живописи. Когда вот у вас кисточка грязненькая,
вы там ее намешали, берете в тряпочку, стираете ее, и она у вас чистая, можно дальше работать. Вот эти бумажные полотенца, по-моему, это дополнительный расход, как бы нафига это надо. Можно, конечно, если очень хочется. Кто-то, я видела, что влажными салфетками вытирает кисти, но на влажной салфетке есть состав, который обезжиривает, правильно? Она же влажная салфетка, там либо спирт, либо что-то, и это примешивается к вашей краске. То есть у вас уже краска неизвестно, как себя поведет через какое-то время, какая там будет химическая реакция, и все это как бы тоже химические элементы. Как бы зачем это нужно? То есть самое простое – это ветошь. У всех всегда в хозяйстве есть полотенца какие-то вышедшие из строя, какие-нибудь наволочки. Если у вас нет, у бабушки у вашей всегда есть, поверьте. Эти женщины хранят и помнят все, потому что неизвестно, какие времена будут, лучше я припрячу. Вот, так что залезьте к бабушке в шкаф и скажите: бабушка, мне нужны тряпочки. Вот, единственное, что не подходит, это какой-нибудь трикотаж пористый, через который вы будете стирать, а у вас будет в руке вся краска оставаться. Идеально какие-то натуральные ткани, типа лен, хлопок. Вот, ну или синтетика, но плотная. Вот. В общем, я считаю, что хлопок самый вообще идеальный для этого материал. Вот, в ссылочках под видео оставлю еще улучшенные версии того, на чем писать и, собственно говоря, чем писать про кисти. Вот. Всем спасибо, что посмотрели видео. Пишите в комментариях, если есть какие-то вопросы, я обязательно всем помогу и отвечу. До новых встреч, друзья!